Сейчас мы правую бровь будем делать флюксом и левую бровь будем делать Soul новый. По скорости я примерно подогнала одинаково, на слух ориентируясь именно на вибрацию. Вот. Про скорость я уже рассказывала ранее, поэтому приступаем к работе на модели. Единственное, что неудобно, так это непрозрачная защита. Вот такой звук у флюкса и такой звук у Soul Nova. Примерно, мне кажется, скорость должна быть одинаковая. Ну, посмотрим. Если что, по коже потом немножко отстроим. Сейчас у меня зеленый индикатор мигает. Это значит, что стоит шестерочка по инструкции. Конечно, это очень круто, что мне не нужен ни блок, ни педаль, ни куча проводов. Не считая кучи камер сейчас во время съемок, мне было бы просто замечательно, как удобно, если бы не было вот этого стафа. А так просто одну машинку взял и работаешь. Это, конечно, очень классно. Пиксели ложатся очень классно, мне нравится, именно на коже. Сейчас посмотрим остаток, сразу же не отходя от хвостика. Ну, круто. Очень хорошо все. Можно даже чуть-чуть поплотнее, но для первого прохода прям шикарно. Единственное, вот я говорю, нужно с защитой подстроиться, потому что мне кажется, что я все пачкаю, у меня все торчит. Но это такая себе, знаете, проблема очень мизерная, если учесть все удобства этих аппаратов новых. Кожа достаточно чувствительная у моей модели, поэтому, возможно, небольшая сукровица в процессе процедуры. Вот сейчас выделяется немножко. Ну, это тоже мелочи. Иголки у меня Квадрон, единички 0,35, острая заточка, Long Typer. Взяла их, потому что для растушевки люблю, чтобы потолще были иголки, чтобы сразу пиксели читались. Как по ощущениям, Катя, все хорошо? Да. Не больно? Нет. Я думаю, что для моей руки я даже немножко скорость подниму сейчас на 1 пункт. То есть это будет 6,5. Вот, сейчас прям то, что мне надо. Потому что у меня рука достаточно быстрая. Я не очень люблю медленные штрихи делать, поэтому вот этот вариант прям идеальный для меня. Я ни одной, ни другой машинкой еще не делала растушевку до обзора. То есть это первая моя работа на коже этими аппаратами. Пробую совместно с вами сразу. Я сейчас красила достаточно прозрачно, чтобы не получить плотный вот этот первый прокрас, потому что мне нужна пушистая такая воздушная растушевка, поэтому у меня не было задачи очень ярко все прокрасить. Но в общем и целом сейчас анестезия, когда сработает, все будет очень хорошо видно, все очертания, потому что хвостик вот сейчас читается прям так, как мне надо. Что девочка достаточно у меня такая светлая, и брови очень яркие, нам не нужны. Сейчас сразу же я сделаю понасыщеннее эту же бровь, не переходя на другую. И когда она уже будет более-менее готова, мы перейдем на вторую бровь и на второй аппарат. При работе у меня нет ощущения, что цепляется кожа или еще что-то такое происходит. То есть пиксели, они укладываются достаточно хорошо. Если вообще у вас есть ощущение, что кожа цепляется, то значит вам нужно немножко поднять скорость. То есть если такое ощущение складывается, то поднимаем немножко выше скорость, и тогда точки будут более отчетливо видны. Потому что машинка просто не успевает оставить точки в коже четкие. И вы ее как бы уже уводите, и она, выходя из кожи, просто подцепляет кожу, и получается такая запятая. То есть, когда не четкие пиксели, а такие запятые, то это значит, что вашей машинке просто не хватает скорости в соотношении с вашей рукой. Вот сейчас здесь везде все проявилось. Я поработаю сразу вот в этих местах, где нет волосков, чтобы восстановить все по насыщенности. С учетом сложности кожи
Мне очень нравится, как она укладывает растушевку достаточно быстро для такой кожи. На нормальной коже, которая не будет выделять ни сукровицу, которая не такая чувствительная, будет еще быстрее продвигаться работа. То есть, по сути, сейчас уже почти готова эта бровь. Мне осталось доработать кое-какие мелочи. Я делаю очень легкие, опять же, брови, потому что, во-первых, мне нужны легкие брови для типа моего клиента, очень такие светлые, пушистые. Во-вторых, я при легком остатке именно хочу посмотреть на заживший результат. Потом обязательно его покажем. У меня в профиле в Инстаграм, поэтому подписывайтесь на мой Инстаграм. Сейчас мой профиль указан на экране, поэтому подписывайтесь, следите за результатом. Я обязательно выложу заживший результат, и мы сравним в зажившем виде, потому что самое главное для нас — это зажившие результаты, естественно, а то, как они красят с самого начала, почти все аппараты красят хорошо. Нужно смотреть именно, как все это заживет. Нога так и тянется к педали, выключить педаль. Это нужно, наверное, какое-то время на приспособление, потому что вот так вот сходу привыкнуть очень сложно. Но зато, поработав пару дней на таком аппарате, вряд ли сможешь перейти на обычный аппарат с кучей проводов, потому что там уже наоборот нога отвыкнет работать совместно с руками. Все дело привычки. И к хорошему, в общем, на самом деле, еще быстрее привыкаешь, поэтому не думай, что возникнут какие-то сложности. Так, ну что, осталось немножко головку сделать поплотнее, и будем переходить на второй аппарат. Я думаю, что если взять пучок, магнум или тройку, то можно было брови вообще за 5 минут закрасить. То есть мощности машинки хватает вообще с головой. Так как это татуировочные аппараты, и они предназначены для более больших объемов работы. И заряда, я думаю, тоже хватило бы. Все, оставим пока эту бровь. Если будут какие-то нюансы, я потом ее в конце уже немножко доработаю. Ну что, для сложной кожи она более чем справилась со своей задачей. Пиксели явно читаемые, явно выраженные, такие жесткие. Их нигде не видно. То есть вся бровь достаточно нежная, равномерная, то, что я люблю. Но у меня, конечно, еще игла была острой заточки, это тоже влияет. Переходим ко второму аппарату. Теперь я убираю в сторонку флюкс от FK Irons и беру в руки Шайен. Шайен я поставила на слух примерно тоже на ту скорость, на которой был флюкс, но мне нужно ее сразу поднять немножко, потому что я немножко поднимала в процессе. Вот такая у меня скорость. Вот на такое ставим. По вылету у меня примерно они одинаковые. Сейчас посмотрим на коже. Этой машинкой я уже работала. Примерно недели 2 назад я делала ей волосковую технику. Но, как мы знаем, волоски и растушевка — это немножко не одно и то же, поэтому... Но ощущение другое, конечно, от пикселей. От Шайена всегда более четкие такие точечки. Именно в проколе кожи он как-то, не знаю, что ли, приятнее. Но я не думаю, что это как-то повлияет на результат или на качество прокраса. Это просто сам процесс, знаете, коробка красивее там и уже приятнее. Также и здесь. Скорость для меня маловато. Я сейчас буду поднимать. Вылет иглы хороший, мне он удобен. Когда работаешь с Шайеном, немножко идут брызги пигмента, вот они отлетают как бы от кожи. И это вообще всегда так со всеми Шайенами. Именно вокруг какие-то такие мелкие точки пигмента остаются, которые просто улетают. Это тоже, опять же, никак не влияет на качество прокраса, просто мое наблюдение, что такая штука есть. Вообще все Шайены, они очень мягкие в растушевке. Мне очень нравится делать растушевку именно Шайеном. Получается красиво. И сама точка получается очень классного качества.
Если сравнивать, допустим, с аппаратами FK Irons, вот у Xiona тоже точечка такая оформленная получается, хорошая. Ну, флюкс я первый раз сегодня пробовала, поэтому пока не могу сказать, поработав просто на одном человеке. Сложно сказать. Сейчас мы посмотрим, что у нас с остатком. Остаток очень нежный, как и от, например, Soltaire, по ощущениям, в принципе, как от Thunder. Очень похож. Оба аппарата очень классно лежат в руке. У меня абсолютно нет ощущения, что у меня какой-то бочонок в руке. То есть у меня абсолютно эргономично все очень. Если взять держак поменьше, он есть вот для этого аппарата, для Unlimited Soul новый. Есть поменьше держак, будет, наверное, еще удобнее, но мне как бы нормально. И многие мастера, я знаю, любят, если сравнивать с Soltaire, они любят взять держак наоборот такой же толщины, как и сама Soltaire, самый большой на 32 или 35 миллиметров, не помню, какой он. Вот. И с этим держаком им удобнее. У меня вот, допустим, Медея, мастер ведущей студии, она работает именно с таким держаком, и ей очень комфортно. Хотя ручка у нее на перчатке размера XS, чтобы вы понимали. То есть размер машинки и размер руки, он не слишком зависит, вот, не слишком нужно сопоставлять. Это все зависит от мастера, который работает, и как ему удобнее. Вот мне вообще удобнее более такие тяжелые аппараты, на которые вообще мне не нужно прикладывать никаких усилий для работы с ними. То есть я просто вот держу эту машинку и вот глажу ей кожу. Все. Усилий я не прилагаю для того, чтобы проколоть кожу. Она сама прекрасно прокалывает кожу за счет просто своего веса под силой тяжести. И мне это очень нравится. Что в одном аппарате, что в другом. Я думаю, что с волосками будет не менее комфортно. Кстати, ход иглы у обоих аппаратов для волосков очень даже отлично подходит. Так что кто работает и в волосках, и в растушевке. Очень хорошая альтернатива обычным аппаратам. Немножко в теле добавлю яркости сразу. По скорости прокраса, в принципе, одинаково. Укладка пигмента. У шаенов, у всех шаенов вообще есть такая очень интересная деталь в теневой растушевке, когда работаешь именно с шаенами, Тандером, с Soltaire. Не знаю, остальные не пробовала, вот я длинноходные люблю. Когда работаешь, сначала не видно всю яркость прокраса. Вот на первом проходе стираешь, вроде что-то есть, дымка, но нет, не слишком яркая. А потом пигмент проявляется постепенно. То есть нужно вот этот момент уловить и не переборщить с плотностью. Потому что он реально очень хорошо потом проявляется, и бровь получается достаточно яркая. То есть, когда проходит там 10 минут, да, переходишь на другую бровь, делаешь там первый проход, потом возвращаешься, и там очень уже так четко все хорошо видно, и там доработка совсем минимальная. И при этом, при всем, потом очень хороший заживший результат. Поэтому я аккуратно работаю на этой брови, зная эту особенность шаеновскую, так как много работала этой фирмой, могу уже немножко прогнозировать. Сейчас я доработаю первый проход, нанесу анестезию, тогда уже будет видно, где что доработать, и видно будет именно полностью прокрас, когда все проявится. Кожа хрустит, кстати, сильнее от шаена. Вот этот звук, хруст, который так любят многие мастера, он более читаемый именно от этого аппарата. Нанесла анестезию. Ждем чуть-чуть, 2 минутки, пока проявится. Прокрас вообще отличный, вообще все видно, супер, посмотрите. Равномерно, никаких ни пятнышек, ничего нет. Сами пиксели, естественно, четкие все. Ну, это же Шаен, я их очень люблю. По мне, так это одни из самых качественных аппаратов на рынке сейчас, которые вообще есть. Ну вот, знаете, это просто есть, кто-то любит там Mercedes, да, кто-то любит там BMW, ну, грубо говоря. И вот я люблю Шаен. Но я не предвзято снимаю обзор, не думайте. Я все анализирую хорошо. Этот другой аппарат мне тоже от FK Irons очень нравится. И вот эта бровь, если посмотрим, она очень хорошая. Я, наверное, добавлю еще немножко акцента в изломе. Я чуть-чуть доработаю головку. Сейчас, когда с этой бровью закончим. Все проявилось. Очень ярко. Очень четко. Продолжаем заполнять. Я теперь буду дорабатывать уже какие-то моменты, где вот на пустой коже, где нет волосков, буду добавлять насыщенность.
На самом деле в прокрасе разницы я не вижу, если честно. В скорости, в пикселях все очень похоже. Самое главное, со второй брови не переборщить, потому что пигмент проявляется, постепенно окисляется в коже. И та первая бровь у нас уже поярче стала. Нужно помнить, что она у нас была нежнее, светлее и не переборщить с плотностью. Уже почти я ее сделала до нужной яркости, быстро, мне кажется, даже как будто быстрее, чем первую бровь. Но может быть это потому, что я просто уже кожу почувствовала и уже знаю, с каким нажимом нужно работать. Потому что вторая бровь, она как бы всегда быстрее немножко получается. Поэтому я думаю, что тут дело не в аппарате, а именно в том, что я уже распробовала кожу и поняла, как с ней быстрее работать. Это на интуитивном уровне происходит по большей части. Немножко тоже точечно поработаю в головке, потому что там нет волосков, а хочется, чтобы она поярче выглядела в зажившем виде. И вот точечная работа, она помогает. Ну что, я закончила работу. Сейчас мы поближе покажем модель, макро снимем обе брови, чтобы убедиться в том, что пиксели все очень похожи. В целом очень похожие аппараты, прям максимально. И прям какой-то очень большой разницы между ними я не обнаружила. Работа сделана, вы все увидели. Я думаю, что выводы очевидны. Это оба классных аппарата. Мне они абсолютно одинаково нравятся. Выбирайте то, что вам ближе, ту фирму, к которой вы привыкли. Не пожалеете ни в одном выборе. То есть можно даже два купить, если есть деньги, потому что они достаточно дорогие. Но если учесть, что вам не нужно покупать блок, вам не нужно покупать педаль, и у вас экономится много времени, то они стоят своих денег. Потому что если взять, например, Shayenne Solteiro, к ней купить блок, педаль, то по цене выйдет примерно то же самое, что просто купить вот этот аппарат. Так что я рекомендую однозначно. Единственное, что если, конечно, вы не любите тяжелые толстые аппараты, вам это не очень подойдет. Для всех остальных будет очень круто. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, ставьте звоночек, чтобы узнавать о новых обзорах, которые я снимаю, потому что я постоянно снимаю что-то новое. Много полезных видео и обзоров на аппараты. Поэтому ставьте себе звоночек и увидимся. До скорых встреч. Пока.